Привет, друзья! Многие не понимают, почему отношения между Ираном, США и Израилем настолько осложнились. С момента разрыва отношений между двумя странами прошло не менее 40 лет, и за это время они несколько раз стояли на грани полномасштабной войны. Например, в начале 2020 года казалось, что война между ними неизбежна. Америка ликвидировала высокопоставленного иранского генерала с помощью дрона. В ответ на это Иран нанес артиллерийские удары по американским военным базам в Ираке. Последний случай произошел в 2025 году, когда американские самолеты бомбили Фордо. В ответ Иран атаковал американскую военную базу в Катаре. Однако на этот раз это был скорее символический удар. Как бы говоря, мы ответили войны. К счастью, этого удалось избежать. Чтобы понять, как ситуация дошла до такого уровня и почему это может повториться в будущем, необходимо рассмотреть хотя бы столетнюю историю отношений между Ираном и США. Давайте кратко рассмотрим ключевые события этой истории. Все началось в начале 20 века, когда англичане впервые обнаружили нефть в иранских пустынях. По мере того, как находки увеличивались, стало ясно, что Иран обладает четвертыми по величине доказанными запасами нефти в мире, что открыло ему путь к статусу энергетической державы. Однако эта нефть находилась не в пределах британской колониальной империи, а в Иране, что создавало для Британии проблемы. Несмотря на это, британцы заключили с Ираном договор и основали компанию «Англо-Иранская нефтяная компания». Но условия этого соглашения были крайне несправедливы для Ирана. Лишь 16% прибыли доставалось Ирану, а остальные 84% – Британии. К началу Второй мировой войны эта компания контролировала всю нефть Ирана и стала крупнейшей в Британской империи. Но внутри Ирана нарастало недовольство такими несправедливыми условиями. Тем временем, в 1941 году Германия напала на СССР. Поскольку Иран граничит с югом СССР, его возможное сотрудничество с фашистским блоком представляло угрозу для Советского Союза. Если бы Иран стал союзником нацистов, на юге СССР мог бы открыться дополнительный фронт, а кавказские нефтяные месторождения оказались бы под угрозой. Также нацисты могли бы захватить британскую нефтяную компанию в Иране. Чтобы не допустить такого риска, несмотря на нейтралитет Ирана, Британия и СССР вторглись в страну и оккупировали ее. Старый шах был свергнут, и на его место поставили 25-летнего сына Мохаммада Резу Пехлеви. Союзники полагали, что он не выступит против них. В это время США разместили в Иране более 30 тысяч солдат, и треть всей помощи СССР в войне проходила через Иран. После окончания войны союзники покинули Иран. Однако несправедливые нефтяные соглашения, заключенные Британией, вновь стали предметом обсуждения. В 1950-х годах условия жизни иранских нефтяников были крайне тяжелыми. Британия не допускала иранцев к проверкам и не предоставляла отчетности. Это вызвало волну возмущения в Иране, и идея национализации нефтяной компании получила широкую поддержку. В 1951 году премьер-министр Мохаммад Моссаддык при поддержке парламента национализировал нефтяную компанию. Британия немедленно отреагировала, введя полное эмбарго на иранскую нефть. Через 2 года, в 1953 году, британская Ми-6 и американская ЦРУ организовали в Иране переворот, в результате которого Моссаддык был свергнут. Во время переворота погибло около 300 иранцев. Моссаддык оставшуюся часть жизни провел под домашним арестом. А шах вернулся к власти и с поддержкой Запада превратился в диктатора с прозападными взглядами. Он создал тайную полицию, которая массово преследовала политических оппонентов. Тысячи людей были арестованы и подвергнуты пыткам. Коммунистическая партия Ирана была запрещена. Все это вызывало внутреннее недовольство, особенно из-за тесных связей шаха с Западом и его репрессивной внутренней политики.
Со временем народ стал воспринимать Шаха как марионетку Запада. После окончания Второй мировой войны началась Холодная война. Для США Иран имел стратегическую важность. Он находился на южной границе СССР, обладал крупными запасами нефти и имел лояльного к Западу диктатора. Шах проводил открытую дружескую политику по отношению к США и Израилю. В то время как большинство мусульманских стран отказывались признавать Израиль, Шах поддерживал с ним отношения. Он также продвигал модернизацию по западному образцу и расширял права женщин. Это вызвало сильное недовольство среди иранских левых, рабочего класса и шиитских религиозных лидеров. Постепенно это недовольство вылилось в массовое народное движение и в конечном итоге в масштабную революцию. В 1988 году в кинотеатре в городе Абадан произошел пожар, в результате которого погибло более 420 человек. Власти обвинили в этом марксистов и исламистов, однако в народе распространилось мнение, что это было устроено спецслужбами Шаха. В следующем месяце тысячи людей вышли на протесты в Тегеране. Армия Шаха открыла огонь по демонстрантам, погибли и были ранены сотни. В итоге на улицы вышли почти 5 миллионов человек. Даже часть военных начала переходить на сторону народа. Поняв, что удержать власть не удастся, Шах Мохаммад Реза Пехлеви в начале 1979 года покинул страну. На его место вернулся из 15-летней эмиграции Хамейни, который стал верховным лидером Ирана. Так была провозглашена Исламская республика Иран. Новая власть перешла к теократическому, шиитскому, тоталитарному режиму. Иран в одночасье кардинально изменился и встал в открытую оппозицию к своим бывшим союзникам – США и Израилю. Эта революция шокировала мировое сообщество, особенно США. После свержения Шаха США приняли его у себя. Иран в ответ потребовал экстрадиции Шаха для суда за преступления перед народом. Но США отказались, зная, что в Иране его, скорее всего, казнят. Это усилило подозрения новой иранской власти в отношении США. Ведь ранее США и Британия дважды возвращали Шаха к власти, несмотря на волю народа. Поэтому иранцы стали подозревать, что в посольстве США готовится очередной переворот. В ноябре 1979 года тысячи иранских студентов и революционеров захватили американское посольство в Тегеране, взяв в заложники 52 дипломатов и граждан США. Позже США отправили Шаха в Египет. Тем временем президент Джимми Картер на протяжении месяцев вел дипломатические переговоры для освобождения заложников, но безуспешно. Тогда в апреле 1980 года Картер отдал приказ провести операцию по спасению под названием «Коготь орла» Operation Eagle Claw. Еще до начала операции один из вертолетов столкнулся с транспортным самолетом, в результате чего погибло 8 американских солдат. После этой катастрофы операция была отменена, а заложники остались в Иране. Именно с этого момента США официально разорвали все дипломатические отношения с Ираном. С тех пор они так и не были восстановлены. Тем временем, в сентябре 1980 года Саддам Хусейн, возглавлявший Ирак, объявил войну Ирану и начал наступление. В условиях революционного хаоса, разрыва с США и Израилем, Саддам решил воспользоваться ситуацией. Он рассчитывал на быструю победу, но война затянулась на 8 лет. Для Ирана эта война была крайне тяжелой, что вынудило его пересмотреть отношение к США. В результате, спустя 444 дня после захвата, заложники были освобождены. В ответ на действия Ирана США ввели экономические санкции. Чтобы еще больше ослабить Иран, они начали оказывать военную помощь Ираку. В ирано-иракской войне погибло около 400 тысяч иранцев. Многие из них были убиты с использованием химического оружия и мин, поставленных Ираку странами Запада, включая США. Во время войны в 1983 году организация Хезболла подорвала посольство США в Бейруте, убив 17 американцев.
В том же году была совершена еще одна атака. Грузовик со взрывчаткой врезался в базу американских военных в Ливане. Погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих. Эти события стали причиной включения Ирана США в список государств, поддерживающих терроризм. В апреле 1987 года Иран заминировал часть Персидского залива, чтобы противостоять военно-морским силам Ирака. Однако в этот момент американский военный фрегат, проходя через данный район, подорвался на иранской мине и получил серьезные повреждения. Корабль едва не затонул, но, к счастью, никто не погиб. В ответ на этот инцидент США начали военную операцию под названием «Молящийся богомол» Operation Praying Mantis. В ходе этой операции были уничтожены 2 иранские нефтяные платформы и потоплены 6 иранских военных кораблей. Эта атака уничтожила или серьезно повредила почти половину военно-морского флота Ирана. Погибли 56 иранских военнослужащих. Со стороны США потери составили всего 2 человек. Спустя 3 месяца, в июле 1988 года, американский корабль ошибочно сбил иранский пассажирский самолет рейса 655, следовавший из Тегерана в Дубай через Ормузский пролив. На борту находились 66 детей, 82 иранца, 63 канадца, всего 290 человек. Все они погибли. Эта трагедия резко усилила напряженность между США и Ираном. В 1995 году президент США Билл Клинтон полностью прекратил все торговые и экономические отношения с Ираном. В 1996 году организация Хезболла, связанная с Ираном, устроила взрыв на американской базе в Саудовской Аравии. Погибли 19 военнослужащих ВВС США и около 500 человек получили ранения. Затем, в 2001 году произошли террористические атаки 11 сентября, потрясшие весь мир. Через 4 месяца после событий президент США Джордж Буш в своей знаменитой речи назвал Иран, Ирак и Северную Корею «осью зла» (Axis of Evil) государствами, поддерживающими терроризм и враждебными США. Спустя год США под предлогом наличия в Ираке оружия массового поражения начали войну и свергли режим Саддама Хусейна менее чем за месяц. Однако позже оказалось, что никакого такого оружия в Ираке не было. Эти события послужили сигналом для Ирана и Северной Кореи. Если у вас нет ядерного оружия, вы будете следующими. В ответ на это Северная Корея уже через 3 года провела первое испытание атомной бомбы, а Иран резко ускорил свою ядерную программу. Однако США дали ясно понять, что не допустят, чтобы Иран получил ядерное оружие. Поэтому они начали применять санкции и дипломатические меры. В 2015 году президент США Барак Обама заключил с Ираном соглашение под названием «Совместный всеобъемлющий план действий» Joint Comprehensive Plan of Action, также известное как «Ядерная сделка с Ираном». Согласно этому соглашению, США обязались снять часть экономических санкций, а Иран согласился прекратить деятельность, направленную на создание ядерного оружия, и допустить международных инспекторов к проверке своих объектов. Это немного смягчило напряженные отношения между США и Ираном. Однако в 2016 году Дональд Трамп был избран президентом США и в 2018 году в одностороннем порядке вывел страну из этого соглашения, вновь введя экономические санкции против Ирана. В ответ Иран объявил о возобновлении своей ядерной программы и пригрозил перекрыть Ормузский пролив для международного судоходства. Если бы эта угроза была реализована, мировой рынок нефти мог бы потерпеть катастрофу. К 2019 году отношения между Ираном и США стали еще более напряженными. В мае и июне в Персидском заливе были подорваны несколько торговых судов. Запад обвинил в этом Иран, но Тегеран отверг эти обвинения. В июне Иран сбил американский беспилотник, летевший над Ормузским проливом. В июле Великобритания задержала иранский нефтяной танкер у берегов Гибралтара, заподозрив, что он вез нефть для режима Башара Асада в Сирии. В ответ
Иран, захватил британский танкер и арестовал его экипаж. Позже обе стороны освободили захваченные суда и экипажи. Однако эти события подняли напряженность до критического уровня. Затем события резко обострились. 27 декабря 2019 года по американской военной базе К-1 в Ираке был нанесен ракетный удар. В результате погиб один американский гражданин и были ранены 4 военных. США обвинили в атаке поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные группировки, включая Хезболлу. Однако и Иран, и Хезболла отрицали свою причастность. На тот момент в Ираке находились около 5000 американских солдат, помогавших в борьбе против ИГИЛ. Спустя 2 дня, 29 декабря, США нанесли авиаудары по складам оружия и командным пунктам Хезболлы в Ираке и Сирии. В результате погибло 25 боевиков, около 60 получили ранения. Конфликт продолжил обостряться. 31 декабря поддерживаемые Ираном группы атаковали американское посольство в Багдаде, нанесли зданию значительный ущерб, но обошлось без человеческих жертв. А уже 3 января 2020 года генерал-лейтенант Касем Сулеймани, влиятельный командир элитного корпуса стражей Исламской революции, прибыл в аэропорт Багдада. Он собирался встретиться с премьер-министром Ирака. Однако сразу после выхода из аэропорта его автомобиль был уничтожен ракетным ударом американского дрона, который вел слежку с воздуха. Эта операция была проведена по прямому приказу президента США Дональда Трампа. В результате удара Сулеймани и еще 9 человек погибли. Мир был потрясен. Убийство Сулеймани резко обострило кризис между США и Ираном. В Иране он считался национальным героем и пользовался огромным уважением среди народа. Через 2 дня после его смерти Иран объявил о полном отказе от условий ядерного соглашения 2015 года. Также правительство Ирана потребовало немедленного вывода всех американских войск с территории Ирака. 8 января 2020 года, через 5 дней после гибели Сулеймани, Иран начал операцию под названием «Шахид Сулеймани», в ходе которой были нанесены баллистические ракетные удары по 2 американским военным базам в Ираке. Это был момент, когда США и Иран были в шаге от полномасштабной войны. Весь мир затаил дыхание в ожидании начала глобального конфликта. США уже направили в Персидский залив тысячи дополнительных солдат. И если бы в результате удара погибли американцы, война была бы неизбежна. Но удивительно, в результате ракетных атак не погиб ни один американский солдат. Хотя базы получили материальный ущерб, все военные остались живы. Эта ситуация дала возможность снизить напряженность. Иран мог сказать своему народу: «Мы отомстили Америке», а США, не понеся потерь, могли не отвечать ударом. Однако трагедии избежать не удалось. Опасаясь возможного удара со стороны США, Иран привел свои системы ПВО в полную боевую готовность. В ту же ночь украинский пассажирский самолет рейса Сим-152, вылетевший из международного аэропорта Тегерана, был по ошибке сбит иранской армией. По ошибке его приняли за вражеский объект и выпустили по нему 2 ракеты. Все 176 человек на борту погибли. Среди них были 82 иранца, 63 канадца, а также граждане Украины, Швеции, Афганистана и других стран. Сначала иранские власти заявили, что самолет упал из-за технической неисправности и не допустили международных расследователей. Однако под международным давлением 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Даже несмотря на то, что полномасштабной войны удалось избежать, сотни невинных людей погибли. Если бы события развивались чуть иначе, эта война могла бы унести жизни сотен тысяч. Во время последнего 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем в 2025 году США вновь вмешались. Тогда они нанесли удары по объектам иранской ядерной программы. Операция «Ночной молот» была проведена с применением кибероружия, отключившего иранские системы связи. На следующий день Иран в ответ
нанес ракетный удар по американским базам в Катаре. Однако удар был заранее предупрежден и носил скорее символический характер, как сигнал: «Давайте остановимся, не доводите до большой войны». После этого стороны прекратили активные действия, и конфликт замер. Сегодня в мире ядерное оружие, как бы это ни парадоксально звучало, стало символом мира. Пример – Северная Корея. Несмотря на противостояние с США, она держится. А вот Ирак, Ливия были разрушены. Каддафи, Саддам Хусейн были уничтожены. Поэтому Иран всеми силами стремится к обладанию этим оружием. Международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, по сути, остались только на бумаге. В реальности действует не право, а сила. США безнаказанно нарушили воздушное пространство Ирана и нанесли удар. И никто за это не ответил. Вот такая краткая история отношений между Ираном и США. Если информация показалась вам полезной, вы можете поддержать канал по ссылке или просто подписаться, оставить комментарий и поставить лайк. Это большая помощь для нас. До встречи!